Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас необычное интервью. Оно у нас будет в формате Блиц. И основная тема, которую мы сегодня хотели бы обсудить с моими веселыми гостями, это создание и ведение социального проекта. Как вы знаете, я мама 2 подростков, и сейчас очень активно помогаю им найти свое направление, по которому они будут учиться дальше. И вот, обращаясь в одни из таких образовательных платформ, мы обнаружили для себя, что топовые университеты ищут старшеклассников, которые уже сейчас занимают активную жизненную позицию и готовы вкладываться в общество и приносить пользу. Поэтому одним из критериев оценки портфолио кандидата для поступления в топовый университет является социальный проект. Я узнала, что в нашей школе, в авторской школе Жанео Бакировой, каждый год в рамках профориентации проходят такие проекты социальные. Они создаются нашими старшеклассниками. Я думаю, что сегодняшнее интервью будет очень интересно послушать для родителей, а также детей, чтобы понять, как создавать социальные проекты и как их вести. И я позвала сегодня на встречу 9-классников и 11-классников авторской школы Жанео Бакировой, чтобы они рассказали о своих социальных проектах. Здравствуйте, дорогие мои гости! Мне очень приятно, что вы согласились принять сегодня участие и поделиться своим видением, как вы ведете социальные проекты. В первую очередь я попрошу вас представиться, назвать свое имя, возраст и ваше любимое занятие. Здравствуйте, меня зовут Искакова Тамирис, мне 15 лет, и я увлекаюсь IT и биологией. Почему же биологией? Потому что в будущем я бы хотела изобретать лекарства для людей. Здравствуйте, меня зовут Койнышева Амели, мне 15 лет, и 2 моих основных увлечения — это дизайн и рисование, так как я с детства увлекаюсь искусством, и для меня это не только возможность самовыражения, но еще и способ передать в мир свои идеи, концепции и разные эмоции, чтобы не только позитивно на себя влиять, но и на других людей. Здравствуйте, меня зовут Лера, мне 16 лет. Мое любимое занятие — это съемка роликов и фотография. Занимаюсь этим уже 2 года, наверное. Очень люблю кино, люблю съемки. Здравствуйте, меня зовут Дания, мне 17 лет. Я увлекаюсь моделингом, также преподаю в модельной школе фотопозирование, дефиле. То есть люблю все, что связано с модой, позированием, какими-то съемками. Здравствуйте, меня зовут Зире. Я из 9 класса, и мне всего 15 лет. Я всегда увлекалась музыкой, стилем, и к возрасту 15 лет мне захотелось воплощать свои идеи в реальность. Добрый день, меня зовут Амина, и мне 14 лет. Я ученица 9 класса. Вообще, я считаю себя разносторонним и творческим человеком, то есть я могу увлекаться тем. И я бы хотела сейчас сказать, в общем, я люблю увлекаться визуалом. То есть что-то редактировать, может быть, стилизовать одежду или интерьер даже, и что-то создавать, придумывать. И также меня беспокоит проблема экологии, то есть я всегда рада помочь нашей природе, так как Земля — это наш дом, и природа многое нам дает. И для отдачи мы тоже должны помогать ей. Меня зовут Асем. Мне 15 лет, и я люблю вкладывать свою душу в творчество. Я люблю рисовать, люблю раскрашивать всякую одежду. Такое чувство, будто бы вкладываешь всю себя в это дело. Спасибо большое за представление. Расскажите, пожалуйста, о самом проекте. В чем суть этого проекта? Сам наш проект называется Art for Emotions, и суть проекта хранится даже в нашем названии. Если переводить, то это будет выражать искусство в своих эмоциях.
На самом деле это был только парный брейншторминг с Тамирис, когда мы обсуждали все свои идеи и предпочтения. И исходя из этого мы дошли до идеи, что это должны быть творческие мастер-классы или какие-то встречи, где мы будем проводить время с пользой и заниматься чем-то интересным и креативным. И так появился Art for Emotions. Сейчас мы провели 3 мастер-класса, и совсем скоро придет заключительный 4-й. В нашей школе анонсировали проект, который называется EXR, что в переводе с английского означает «нешкольная деятельность». Это проект наших менторов, который направлен на то, чтобы ученики с старшей школы делали проекты для того, чтобы они потом могли о них рассказать в своем портфолио. У меня была проблема низкой самооценки из-за РПП. РПП — это расстройство пищевого поведения, а у Дани была проблема низкой самооценки из-за буллинга. Мы с Данией до этого знакомы не были. То есть Дания на тот момент только перешла в нашу школу, я вообще не знала о том, что у нас существует такая ученица. Но в этом нам помогла наш ментор Жемиля. Мы подошли к ней индивидуально с нашими запросами, она такая: почему вас не объединить? И, собственно говоря, она мне дала контакт Дании, мы с ней списались, встретились, и как-то нашли контакт и решили создать проект «Роман с собой». Да, наш проект называется «Romance with Self», то есть «Роман с собой». Он посвящен как раз-таки низкой самооценке и нелюбви к себе. Мы с Лерой, так как обе сталкивались с этой проблемой, решили помочь девушкам, женщинам справляться с этой проблемой, научиться принимать себя, любить такими, какие мы есть. То есть мы проводили встречи различные с профессионалами. Например, это были психологи, нутрициологи, косметологи, диетологи. Получается, у нас были каждую неделю встречи, как раз-таки проводимые с этими профессионалами, после чего уже была практика, также давались какие-то определенные задания на то, чтобы научиться принимать себя, не стесняться и находить свое внутреннее «я». То есть у нас было 2 части проекта, то есть сначала курс из 10 уроков, где мы эту проблему с разных сторон освещали, и потом марафон, который уже теорию переносим на практику. Девочки делали задания для того, чтобы обрести этот стержень внутри себя. И более того, в конце мы сделали фотосессию, которая называлась Wonder in Difference, что означает «чудо в разности». Мы собрали девочек разных национальностей, разных возрастов, разных телосложений и сделали такую тематическую фотосессию, целью которой было показать, что каждый из нас, несмотря на возраст, несмотря на тело, несмотря на особенности внешности, каждый из нас индивидуально и по-своему красиво. Этот проект, он дал нам очередную дозу мотивации, вдохновения на дальнейшее развитие. То есть за время даже проекта я для себя лично в очередной раз убедилась в том, что красота — это очень абстрактное понятие. То есть даже при общении с психологами, с нутрициологами и так далее, в очередной раз убедились в собственной какой-то индивидуальности, особенности. И это помогает двигаться. И сейчас даже направления, которые мы выбираем, они тоже очень тесно связаны с нашей темой. Наш проект — это онлайн-магазин, офлайн только в школе. Мы берем вещи у людей, которые уже не видят жизни в этой одежде. Мы ее переделываем, фоткаем, может, по-другому преподносим. Потому что каждый год выбрасывается 60 миллиардов квадратных метров одежды и аксессуаров, которые просто выбрасываются на мусорке, разлагаются миллионами лет, а потом сжигаются в плохой газ. И, честно, меня уже с 10 лет очень сильно беспокоит эта проблема. Да, мне тоже хотелось бы решить эту проблему, поэтому мы вместе как-то придумали и решили соединить эти 2 направления, то есть стиль, визуал и плюс помощь планете. Мы красиво стилизуем вещи и даем вторую жизнь вещам. И, честно, я бы даже сама купила что-то из нашего магазина, много что купила бы. И вообще это очень помогает природе. Мой проект называется Хинкоу SH, это тоже секонд-хенд, но мы здесь переделываем одежду. Например, раскрашиваем свой красивый принт индивидуальный в единственном экземпляре. Мы также за экологию, поэтому мы не выбрасываем их, а переделываем. Даже порванную ткань можем переделать в нашивку или тому подобное, заиспользовать в дизайне. А в процессе реализации проекта, что вы поняли именно о себе? Какой талант вы в себе обнаружили, чтобы вы сказали: я никогда не думала, что я могу так делать? И любой проект, он сопряжен с трудностями, и мне хотелось бы узнать, как вы преодолевали эти трудности? Мы пригласили детей с особенностями интеллектуального развития, и для себя мы понимаем, что они такие же прекрасные дети, как и мы. У них много интересов, они очень приятные люди. Одна девочка очень красиво поет.
И если быть открытым и добрым ко всем, то вы можете найти общий язык со всеми. И трудности, мне кажется, в каждой команде на начальных этапах бывают такие нестыковки, когда у вас может быть разные мнения о чем-то. И мы с Амели в самом начале договорились, что будем слышать и слушать друг друга, чтобы создать проект, который будет интересен нам обоим. На самом деле, говоря про трудности, самый трудный момент лично для меня был, когда нужно было именно начать, не совсем понимая, с чего нужно отталкиваться. Такое происходит абсолютно везде в жизни, не только в социальных проектах. Например, у вас есть очень много идей, и вы не знаете, как все сразу охватить, и из-за этого работа стоит, вы не понимаете, куда двигаться. Или отсутствие какого-то четкого плана и анализа тоже может быть большим затруднением. На самом деле, тот же самый момент создания логотипа для проекта. Дизайн должен быть максимально удобным и понятным для аудитории, это было непросто. На самом деле, трудности в творческих проектах — это необходимые испытания, которые мы должны пройти для дальнейшего личностного развития, чтобы учиться быть лучше, чем мы сейчас. Нового в себе я открыла достаточно много, так как я выяснила то, что я могу выдержать такие большие коммуникации, я могу выходить из зоны комфорта, я могу договариваться с людьми и знакомиться с новыми лицами в моей жизни, с которыми я дальше буду идти и добиваться успехов. Также я знаю то, что я могу быть действительно творческим человеком и использовать это везде. Вообще, из-за сжатых сроков, то есть у нас на реализацию было по-хорошему 3 месяца, сначала мы такие, так, как все наши идеи, все, что мы хотим, уместить в эти 3 месяца. За это время же нужно и найти аудиторию, что очень сложно на самом деле, и продумать все до мельчайших деталей, и как-то, я не знаю, вот структурировать, понять вообще по дедлайнам, как нам все успеть, и как подготовиться к защите. То есть эта трудность была номер 1. Также была проблема, то, что нас подводили специалисты, да? Да, часто нас подводили специалисты, то есть даже был такой момент, когда перед самой встречей буквально за 20 минут нам говорят о том, что нет, я не выйду с вами в эфир, и мы в этот момент очень не хотели подвести нашу аудиторию, так как это наша обязанность, это наша работа. Естественно, мы сразу просто, опять же, напрягли все свои какие-то извилины, начали искать нового специалиста, нашли, нам помог в этом наш психолог школьный, он действительно провел хорошую встречу, понял сразу тему, на которую мы проводили ее. Вот. А чему мы научились во время проекта, мне кажется, буквально всему, так как мы занимались и СММ, и визажем, и фотографией, также сами становились и психологами, и диетологами, выступали буквально в различных ролях. И наставниками, да, даже и наставниками, к нам да. обращались с проблемами, писали в директ. Мы тоже разговаривали. Я помню, что мне написала девочка в 12 часов ночи, открыла как бы свою душу, вот свои проблемы, и мы с ней вышли на связь, где-то часа 2 разговаривали до 2 часов ночи про ее проблему, вот, делились друг с другом, поддерживали. Ну, больше всего меня удивило, наверное, то, что я нашла вот такого человека, с кем легко коммуницировать, с кем легко делать что-то свое, когда у нас один взгляд на наш проект. Вот это самое удивительное было для меня. И, наверное, то, что в роли SMM я никогда не выступала, в то время как Лера уже этим занималась какое-то долгое время. И я удивилась тому, как это интересно, как, оказывается, здорово вести Инстаграм, вести свой блог, как круто, когда люди ждут твои посты, а ты ради этого делаешь все, чтобы их не подвести. Что касательно меня, вот у меня, кстати, тоже перекрещивается с интересами Дании. За время этого проекта я тоже открыла для себя то, что мне, оказывается, очень нравится сниматься. До этого у меня вообще никогда не было такого, я чувствовала себя максимально неуверенно в кадре, прям максимально. У меня каждая фотосессия, каждая съемка — это был просто стресс. А здесь, вот, когда передо мной стояла Дания, модель, вся такая уверенная в кадре, умеет держаться, я думала, вау, это так круто. И вот мы с ней постоянно выходили на связь через эфиры, постоянно снимались, и мне реально это понравилось. Вот, и по сей день очень нравится. Вот. И также навыки коммуникации. Я бы никогда не подумала, что у нас, оказывается, такие отзывчивые люди по миру. Что вот так вот пишешь с каким-то запросом, и тебе могут помочь бесплатно. То есть бюджет нашего проекта 0 тенге. Да. То есть абсолютно все специалисты нам не обошлись вот просто ни в копейку. Все договорились, все согласились поучаствовать в нашем проекте за бесплатно. Просто сделать доброе дело. И вот это вот умение договариваться, вот оно прямо очень ценное и до сих пор вот очень хорошо нам на руку, да, играет. Да, помогает. так как мы научились вот именно выходить из нашей зоны комфорта, опять же, писать абсолютно незнакомым людям о том, что мы хотим провести общий проект, общую встречу, при том, что для них это ничего не значит, по сути, то есть мы им не платили, да. Мы им никто, это просто онлайн-встреча, и было очень удивительно, что да, мы вышли из зоны комфорта, мы связались, нам ответили, помогли, вот это прям очень здорово и помогает нам по сей день.
Думаю, когда какой-либо человек начинает делать свою работу, он обязательно ошибется, но, честно, сильных трудностей не было, потому что это все исходило из наших желаний. То есть у нас 3 девочки в нашей команде Evelting. Мы все по-разному видим мир, но мы взяли общие интересы каждого и вложили в цель. Начать это всегда не так просто, потому что когда начинаешь, у тебя нет какой-то такой конкретной мысли, а даже если есть, то иногда становится, ну, думаешь, получится, не получится, но никогда не нужно бояться, и у нас тоже получилось. Вот. И также, что я новое открыла для себя, это способ, наверное, как бы проявлять свою личность, свое творчество именно в вещах. Ну, ты можешь как-то другими способами их стилизовать или, в общем, вкладывать свою душу в этот проект. И приятно также, что свою душу вкладываешь и помогаешь этим природе и обществу. Наверное, и в себе я открыла то, как я могу организовать команду. То есть услышать каждого, услышать себя и воплотить эту идею в реальность. У нас уже есть небольшой путь, то есть уже хороший старт. Мы провели 2 ярмарки оффлайн. У нас уже был контакт с социумом. И, честно, получили только позитивные эмоции. Я открыла новое про введение бюджета. Это немного отличается от того, что высказывали, но когда ты начинаешь проект, ты не задумываешься о таких мелочах. Ну а поскольку у нас школьный проект, то есть у нас нету отдельного бухгалтера, то приходится задумываться о таком, расписывать, куда что пойдет, планировать наперед немного. Пройдя какой-то путь в реализации проекта, всегда ты думаешь, наверное, я хотела бы сделать что-то по-иному, по-другому. Вот вы как думаете, что бы вы сделали по-другому? Ну, вообще, честно говоря, на саму реализацию проекта нам был дан месяц, и сейчас мы понимаем, что за это время мы могли бы сделать большое количество мастер-классов. И сейчас мы провели около 3, и планируется еще 1, и как бы положительные эмоции можно же делать через другие вещи или действия. И также второе, это, наверное, мы бы хотели расширить нашу аудиторию, поскольку сейчас наши мастер-классы рассчитаны на детей нашей школы и также на детей из фонда «Мама Про». И мы бы хотели, чтобы дети и родители из других школ приходили к нам на мастер-классы, поскольку получать положительные эмоции можно в любом возрасте. На самом деле, как будущий дизайнер, я всегда выискиваю в любых своих работах какие-то недостатки или что-то, что можно было изменить или исправить. На самом деле это действительно так, как нет предела совершенству. Но, однако, я не жалею ни о чем, что не успела сделать в этом проекте, потому что стараюсь сосредоточиться на том, что уже сделано, что уже было достигнуто, и сделать выводы, чтобы идти дальше. Да, мы будем совершенствоваться и расти дальше в этом плане вместе, но сейчас мы просто хотим красиво это все завершить и продумать, как можно вывести нас на более масштабный уровень. Знаете, на самом деле, я думаю, что я сам согласиться, мы очень гордимся собой. То есть это была очень большая работа, на которую вот мы потратили невероятное количество своей энергии, своего времени. Мы просто с Данией 24/7 были на связи. Вот. Но если отвечать на вопрос, что бы мы сделали по-иному, мы бы могли еще больше развертеть этот проект, больше его раскрыть, было бы у нас больше времени. Вот. Мы бы нашли еще более хороших специалистов, мы сделали еще их больше, возможно, создали бы еще какую-то съемку. У нас вообще было в планах отснять эту фотосессию, выставить ее там где-нибудь в доме 36, в доме на Барибаева, или на выставке в школе сделать. Можно было сделать благотворительную ярмарку, создать свои боксы, да, вот эти всякие. Было очень много идей на самом деле, но мы не все успели сделать, так как сроки были очень сжаты, всего 3 месяца. И я знаю, что мы и так сделали по максимуму, но будь у нас больше времени, мы уверены, проект был бы еще лучше, еще масштабнее. Мы бы его масштабировали и задействовали бы больше людей из других городов, из других стран. Да, они были, но не так. Их было не так много, да. То есть основной процентаж у нас был город Алматы, это вот 60%, потом 20% у нас было с России людей, и остальные 30% другие города Казахстана. Нашему магазину не так много времени, чтобы мы говорили о прошлом, но пока я всем довольна. Также у нас есть будущие планы. Да, нам все нравится, и наш магазин открыт не так давно, как Зиря сказала, и вообще думаю, что все будет классно.
Я жалею о том, что я не начала работать над этим чуть раньше, чтобы раньше открыться, чтобы побольше вещей было в запасе и тому подобное. Я очень жалею об этом. Вот есть очень много старшеклассников, школьников, которые также хотели бы повторить ваш путь, у них есть идея. Но вот с чего начать, как дальше продолжить, нету четкого представления. Вот что бы вы, наверное, порекомендовали в этом случае? Мне кажется, нужно начинать с маленьких шажков, и именно в нашем случае с Амели нужно было просто найти то, что приносит нам позитивные эмоции. И так мы пришли к нашим мастер-классам, которые мы сейчас проводим. Для начала просто попробуйте найти то, что вам интересно, и то, что будет касаться людей не только вас двоих, например, как у нас, но и людей вокруг. Целиться нужно не на что-то глобальное, а стараться идти шажками. Я согласна абсолютно всем, что сейчас сказала Тамирис, а если говорить о самой структуре, то сначала я посоветую выбрать себе конкретную цель, потому что установка конечной цели поможет вам определить, чего вы хотите достичь своим проектом. Дальше нужно будет провести небольшое исследование и анализ, например, вашей целевой аудитории, это очень важно, как вы будете продвигать свой проект, как вы будете его финансировать, как это вообще будет выглядеть, то есть определить ваш формат, это очень сильно поможет. Дальше нужно составить план действий. Это тоже будет очень хорошо, когда знаешь, от чего отталкиваться, становится намного уже легче действовать и идти, чтобы работа не стояла. На самом деле, довольно у многих людей появляется страх, когда начинают работать обычно из-за своих собственных завышенных ожиданий, да, или из-за завышенных ожиданий других людей. Это очень легко преодолеть, если просто начать, и у вас будет общая цель, к которой вы будете идти вместе потихоньку. Здесь самое важное — иметь в голове у себя вот проблему, что меня именно тревожит, что я хочу привнести в массы, что я умею лучше всего делать. Вот на какую тему я могу там разговаривать часами, там, что у меня хорошо получается. И вот это вот общее желание помочь людям, которые столкнулись с проблемой, с которой когда-то сталкивались мы, помогла нам вот сойтись. Вот. Очень важно найти своего единомышленника, и потом вот просто путями долгих разговоров мы с Данией встречались отдельно от школы, разговаривали, искали точки соприкосновения, и вот путем проб и ошибок главное искать, не останавливаться, и обязательно найдется какой-то общий концепт, который будет вдохновлять и по которому будет хотеться идти. Найти единомышленника сейчас очень важно, и мы всегда понимали друг друга, всегда как бы подстраивались друг под друга, слушали и, главное, слышали. То есть я считаю, что да, одним можно сделать что-то хорошее, действительно качественное, но в любом случае, если рядом с вами будет человек, ваш единомышленник, который вас понимает лучше, чем кто-то другой, то проект будет гораздо эффективнее, гораздо лучше, поэтому вот хочется посоветовать именно находить таких людей, подбирать себе такой круг общения, когда вот именно вы все понимаете друг друга. И болеете вот на одну тему, то есть Да. вас тревожит одно и то же, это вот очень важно. Самое страшное — это начать. И я хочу посоветовать не бояться звонить, не бояться писать и не бояться действовать, потому что хороший проект начинается с хорошей идеи. Да, также нужно прислушиваться, если ты работаешь один, то нужно прислушиваться к своей душе. А если же ты работаешь в команде, то стоит всегда находить компромисс, и у каждого свои индивидуальные идеи, и если их как-то совместить, то будет вообще супер. Я считаю очень важным иметь хорошую команду, потому что командная работа — это начало всего пути. Надо услышать человека. Также надо понять чужие идеи, чтобы ты смог воплотить это в одно единое. Надо рядом держать людей, в которых ты уверен. Я бы порекомендовала не стоять на месте, делать хоть что-нибудь, хотя бы маленькими шажками, чтобы дойти до конечной цели. Ведь если ты будешь все томиться, грустить, то что, с чего начать, то у тебя в итоге даже может вся идея забыться, и ты кинешь все. Я еще рекомендую найти хорошего куратора, который мог бы наставлять тебя на верный путь, чтобы все прошло наилучшим образом, как ты бы того и хотел. Дорогие друзья, я еще раз убеждаюсь, что женское лидерство идет с самых ранних лет. И сегодняшнее интервью – прямое этому доказательство. Я хочу пожелать моим дорогим гостям, чтобы все задуманное и желаемое обязательно реализовалось. А посмотреть это интересное интервью вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube Her Way in Central Asia. Спасибо за внимание и до новых встреч!